И снова продолжаем обмениваться опытом робот с инопланетным гостем, своими стратегиями, видением рынка и обзором той ситуации, которая сейчас происходит в моменте. Ну, а наш инопланетный гость тестирует на монете Link то, как он понял принципы торговли на фьючерсах, на криптовалютном рынке и делится с нами своими результатами вот уже третий месяц. Да, эксперимент наш, который в любом случае не является финансовой рекомендацией. Начали мы 17 апреля 2025 года, и для вас записываем каждый день обзор, не включая воскресенье. Сегодня у нас 24.06, вторник, вчера мы уже делали обзор. Я, как вы уже видели, те, кто пересматривал наши обзоры, залез в понедельник вечером в сделку, опять в шортовую, сижу пока в этих больших убытках. Надеюсь все-таки, что Link пойдет вниз, хотя новостной фон с перемирием Ирана и с Израилем вышли не кстати, и получилось, что рынок достаточно сильно начал расти. И мы с тобой уже неоднократно говорили на эту тему, что у тебя есть уровни, выход за которые с подтверждением говорит об отмене сценария. И ты как бы вроде все это знаешь, понимаешь, но надежда на то, что все-таки рынок еще раз развернется, еще раз пойдет, она у меня точно так же присутствует, и я тебе скажу больше, вероятность такая тоже есть, потому что сейчас все выдохнули и думают, что вот он сейчас будет to the moon, и я думаю, что контрольный еще очень даже может быть, ну, после которого мы можем пойти, но мы не знаем, куда пойдет рынок, и я поделюсь своей ситуацией, да, я сейчас покажу, наверное, все-таки линк, то, что я имел в виду, где тебе можно было сменить стратегию уже и заработать на росте. Ну, возможно, это происходило ночью, так как это бывает в моем случае. И тогда, да, тогда что поделать, предугадать, а на ночь ставить отложенные ордера тоже так себе идея. Да, на вчерашнем обзоре ты тоже говорил и обозначал эти точки. На 4-часовом было 11,9, на дневном 13,2, по-моему. Ну, я могу сказать, что вот здесь сейчас попробую нанести. Я убрал вчера все линии, чтобы всегда быть в актуальном формате. Это у нас было вчера. Вот как раз-таки, да, смена происходила именно ночью. Но еще одно подтверждение было уже, тоже все это происходило ночью. Поэтому, да, совершенно непонятно было, как действовать, когда спишь. Имел в виду вот это место, где мы вышли над уровнем, вернулись и продолжили движение здесь. Но, как видно, это было по московскому времени 22:45 подтверждение было получено у тебя. Но если перейти на, как мы уже говорили, на 4-часовой таймфрейм, опять же, сейчас может быть задержка. Так, выберу эти ненужные линии. Вот здесь, скажем так, можно было ожидать, не знаю, этот ли уровень я говорил вчера, позавчера, когда мы с тобой встречались, 12, сейчас 600 у меня показывает на линке, 12 666, 675, ну вот где-то вот этот диапазон, уже можно было пробовать лонговать. Но и сейчас история, как ты говоришь, если перейдем на дневку, мы тестируем сейчас вот этот уровень, можно, скажем, вот так подвинуть мою линию сюда, и будет понятно, о чем я говорю. Мы это место достаточно сильно реагировали, и как идя сверху, так и идя снизу. Поэтому что сейчас произойдет? Либо пробой, либо мы оттолкнемся. У нас скоро открытие американской сессии будет. И, ну, как правило, она может сработать вопреки тем, скажем, тому направлению, в котором мы двигались, начиная с самого утра. И, возможно, все еще, скажем, пойдет в твою сторону и будет все хорошо. Но вернемся к тому, как даже не вернемся, а рассмотрим, как я выхожу. У меня же тоже готовая сделка. И вот в магике конкретно я вижу вот эту большую базу. Если переходить на младшие таймфреймы, здесь можно найти другие, более мелкие базы. И, в частности, поскольку шортовая сделка у меня есть, я отторговываю движение, да, опять же, находя какие-то уровни сильные, где, выйдя и подтвердив, вот, допустим, здесь можно было провести, как, ну, она у меня была, я сейчас, перед тем, как готовился к эфиру, убрал, дабы наглядно в процессе рисовать. И здесь мы можем видеть вот такую
базу внизу, из которой мы выходили ниже, а потом вышли с подтверждением выше. И вот здесь была точка входа, я торговал вот это движение и вышел. А почему здесь фиксировался? Потому что мой индикатор показал разворот, да, ну и если перейти на старшие таймфреймы, здесь будет сильный уровень. Скорее всего, я сейчас не буду переходить на другие. И потом, как говорит один мой товарищ, что цена, как правило, возвращается в то же самое место, откуда ушла. И когда мы строим базу, для этого нужно как минимум 3 точки. То есть одна, вторая, мы будем строить, скорее всего, что третью, или же отсюда развернемся. И вот отсюда я опять отторговал еще раз сегодня. Вот доторговал до сюда, потом опять по индикатору увидел разворот, вышел, потому что я сейчас очень коротко торговываю, чтобы компенсировать поход, ну, вернее, не поход, а то, как цена идет против моего трейда шортового. Да, хоть как-то компенсировать короткими вот такими перебежками. То же самое можешь делать и ты, выделяя базу и торгуя ее в обратном направлении, хеджируя и зарабатывая одновременно, дожидаясь, пока отработает твоя сделка. И рассмотрим всегда, почему я, скажем, смотрю все время за биткоином, потому что у нас по-прежнему довольно высокая доминация, 65-29 у меня доминацию, она на 15-минутке кажется, что снижается, но перейдя на дневной таймфрейм, она все-таки еще довольно высокая. Мы видим, что она уже идет, снижается, но пока этого недостаточно для роста альтмаркета. Но все равно инвесторы на данном этапе предпочитают биткоин всем остальным активам. И волатильность выросла, то, о чем я всегда говорил, все-таки на военных действиях она растет. Ну, появляются те, кто верит, появляются те, кто сомневается, и борьба их вызывает то падение, то рост цены, и ну, это показывает высокую, ну, повышение волатильности, назовем это так. Волатильность выросла, исходя из того, что тех, кто верит в продолжение роста, и тех, кто сомневается, что во времена таких сложных геополитических событий может продолжаться рост. Значит, и из-за этого волатильность, цена то вверх, то вниз, мы видим рост волатильности. Ну и нельзя уже, наверное, не затронуть эфириум, второй по капитализации актив, которому тоже довольно большой проявляется интерес. И здесь мы видим картину. Я прорисовывал уровни, прорисовывал линии, прорисовывал базы, и все, в принципе, отработало так, как я ожидал. Мы сначала задержались в районе вот этой линии и практически достигли второй, которую я прорисовал. Ну и вдруг, может быть, еще ответный удар от Ирана, то мы можем все-таки еще протестировать и третью линию. Не хотелось бы достаточно, но в рамках того, как я говорил, что контрольные могут сделать перед ростом, это вполне может быть реальной картиной. Но на Total капитализации мы, это альткоины без биткоина и эфира, мы сходили ниже 800 и быстро очень вернулись, практически одной трехдневное падение. В общем-то, в целом ситуация говорит о том, что многие использовали этот откат как возможность откупиться по хорошим ценам. Спасибо большое, очень было полезно и тоже очень хорошо, что ты подсказал по поводу возможности, когда кто-то сидит в одном направлении, может отыгрывать другое направление параллельно. Если вы, дорогие зрители, не знаете, как это делать, пишите нам в комментариях. И встретимся уже завтра. До новых встреч.